Заповедник Сундуки – одна из самых таинственных достопримечательностей Республики Хакасия. Находится он в Орджоникидзевском и Ширинском районах, в долине реки Белый Июз. Включает заповедник весьма необычной формы овальную горную гряду с несколькими скалами-останцами, а также могильники, наскальные рисунки и различные специальные сооружения, которые все вместе, по мнению некоторых археологов, использовались древними людьми как обсерватория. Скалы-останцы, определившие необычный облик гряды, именуются первый, второй, третий, четвертый сундуки. При этом свое название это место и заповедник получили благодаря самой северной скале, своими очертаниями отчетливо напоминающей сундук. Свой путь сюда мы начали из столицы Хакасии, города Бакана. Прибыв на место, мы сначала направились к знаменитой наскальной писанице Лыжнику, расположенной на четвертом сундуке неподалеку от дороги. Известно, что Лыжник – это всего лишь часть большой писаницы. Ее петроглифы как бы рассказывают легенду о приключениях героев в трех мирах – в нашем мире, в подземном мире темных духов и в небесном мире богов. По легенде, Млечный Путь – это след Лыжника. Также здесь находится один из самых известных наскальных рисунков в мире – петроглиф «Белая лошадь». Считается, что этому рисунку 14 или даже 16 тысяч лет. Петроглиф выполнен в оригинальной технике. Древний художник воспользовался естественным выходом солей известняка на скале и просто удалил лишний известняк, оставив силуэт лошади. Рисунок очень реалистичен, а изображена лошадь, бегущая на север. Рассмотрев наскальные рисунки, мы направились к главной достопримечательности заповедника, первому сундуку или сундуку богатыря Хохабабая, в котором по преданию хранятся сокровища долины. При первом же взгляде на гору мгновенно возникает сомнение в ее естественном происхождении. Слишком правильная ее форма и слишком точно по центру гряды расположен первый сундук. По туристической тропе мы направились прямо к нему. Считается, что сундуки – один из объектов исторического наследия таинственной тагарской цивилизации. С 8 по 3 век до нашей эры, овеянная мифами и легендами древняя цивилизация тагарцев занимала обширные территории на юге Сибири и большую часть Хакасии. Китайцы называли тагарцев чиди или динлинами, а их государство – Динлин-го. По утверждению археолога Виталия Ларичева, в сундуках все подготовлено для астрономических наблюдений. Археологи обнаружили различные выемки в камнях, отверстия, ориентированные на точки восходов и заходов небесных светил в дни равноденствия и солнцестояния, которые можно трактовать как древнейшие приборы для наблюдения за движением Солнца, Луны и звезд. Считается, что наблюдения древних астрономов послужили основой для системы, из которой они знали длительность года, месяца, имели представление о движении светил, что в свою очередь использовалось в обрядах и в сельском хозяйстве. Постепенно мы добрались до первого сундука. С первым сундуком связана еще одна уникальная особенность заповедника – удивительная акустика.
У подножья скалы находится так называемое кресло шамана. Выемка, напоминающая кресло. Человека, сидящего в кресле шамана, отчетливо слышно в каньоне внизу на расстоянии 200-300 метров. Форма гряды, напоминающей подкову, создает коридор, по которому идет звук, не теряя своей громкости и отчетливости. Если посмотреть сверху на долину, видно сеть давно заброшенных древних оросительных каналов. Тайна их происхождения теряется в веках. Однако энтузиасты сундуков приписывают их также древним тагарцам. По тропе, проложенной по противоположному краю гряды, мы направились вниз, к автобусу. Посещение этого замечательного места весьма впечатляет. Удивляет как вид гряды в целом, так и скала Станцов в частности. Кроме того, нельзя не отметить особенную энергетику сундуков, которую ощутили все участники нашей группы. Не зря сундуки называют одним из мест силы Хакасии. Даже спустя некоторое время, после того, как мы покинули это прекрасное место, все ощущали какое-то особенное, приподнятое настроение.